Всем привет, дорогие друзья! Те, кто хоть немного увлекался фокусами или какими-нибудь карточными трюками, прекрасно знает, что существует просто огромное количество различных подснятий колоды игральных карт. В основном эти подснятия выполняются двумя руками, но есть и более продвинутые подснятия, которые делаются одной рукой, и в основном одноручные подснятия используют кардисты при демонстрации каких-либо карточных трюков или флоришей, и называются эти одноручные подснятия катами. То есть, если дословно перевести с английского на русский, то это означает резать, подрезать. К примеру, игроки в карточные игры перед раздачей колоды карт часто дают кому-то из игроков подснять колоду карт, и выглядит это все довольно-таки просто и незамысловато, что, собственно и говоря, и справедливо для игроков за карточным столом, поскольку весь процесс тасовки и раздачи колоды должен выглядеть открытым. А вот кардисты ушли гораздо дальше и сделали этот процесс подрезок и подснятий колоды довольно зрелищным. Что, собственно говоря, и тоже справедливо, поскольку задача кардиста как раз таки удивить и восхитить своего зрителя именно зрелищностью проделанного трюка. Самая простая и стандартная подрезка колоды — это Шарли Кат, выглядит вот так. И в основе Шарли Ката были придуманы большинство вариаций использования различных катов. Все эти вариации катов имеют своих авторов и свои названия. Вот в данном видео мы обучимся кату под названием Revolution Cut. Но сразу вам скажу, что на канале выйдет обучение на целую серию таких красивых и эффектных подрезок, так что следите за выходом моих новых видео. Итак, Revolution Cut. Чтобы его сделать, возьмите колоду в такое положение. В Dealer's Grip мизинец снизу, безымянный средний на левой грани, указательный на сверху и большой на правой грани. И теперь большим пальцем вот так отломите половину колоды. Еще раз просто отломили и указательный палец перемещайте к среднему и безымянному. Переместили, и теперь безымянный палец переводим к большому. Давайте еще раз. И захватываем. Теперь стопочка, она должна держаться на безымянном и среднем пальце. Вот так. Точнее, безымянном и указательном. А средний он вот тут. И просто проверните этими пальцами вот так пачку и возвратите ее сюда. И указательный палец снизу отпускаем и закрываем. Еще раз открываем, безымянный палец уводим сюда. И вот так прокручиваем стопку. Берем ее и захлопываем. Вот это как выглядит медленно. И просто потом делайте это быстро, чтобы у вас это получалось стабильно. И если вам понравилось это видео, то кликайте на лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на эту красную кнопку, чтобы она становилась серой, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Всем удачи, всем пока!